Сегодня я покажу место, где любой желающий может осуществить свою цель – стать программистом и получить современную профессию. Основываясь на своем опыте и опыте друзей, покажу, какой путь проделывает студент этой школы от поступления до первой работы. Сейчас суббота, пришел пораньше, чтобы не мешать студентам и заснять помещение этой школы. Пока вы смотрите на устройство берлинского кампуса, расскажу, как начинался мой путь. В 2019 году я так же, как и сейчас, хотел научиться писать код. Делал все самостоятельно, искал разные варианты и совершенно случайно наткнулся на рекламу новой IT-школы 21 в Москве. Мне было предложено пройти два теста, один на внимательность, другой на логику. Закончив заданием, получил письмо с приглашением пройти экзамен под названием «Бассейн» уже в самой школе в Москве. 4 недели обучения и испытания в месте, где нет учителей, только ты, язык программирования C, интернет и куча таких же студентов с огромной мотивацией. Ну что ж, я решил попробовать и не прогадал. Это было потрясающе. Все задания на английском, которые я абсолютно не знал, куча новых интересных знакомств, осознание того, как работать в команде. И вот финальный экзамен, но я, к сожалению, не справился, однако надежды стать программистом не утратил, а наоборот понял, что это то, чем хочется заниматься по-настоящему. И вот, спустя 4 года, вторая попытка в кампусе Берлина. Мой английский также плох, но на этот раз я знаю, что меня ждет. Стараюсь выложиться на все 100, замечая прогресс на фоне прошлых успехов. Финальный экзамен, напряжение на пределе, дико волнуюсь, и удается написать все, что смог запомнить за время бассейна. Довольный собой, ожидая письма с ответом. И оно пришло. Меня взяли, ликую, и теперь я студент школы Суровева. Но расслабляться рано, это был всего лишь вступительный тест, теперь все по-другому, проекты серьезнее с каждым кругом, в будущем добавятся новые языки, C++, Python, JavaScript и другие. Но не стоит бояться, у тебя уже есть друзья из бассейна, вам стоит держаться вместе. Также персонал школы делает все возможное, чтобы помочь и не дать скучать. Например, я ездил на мероприятие в соседний кампус в Вольсбурге, кто-то ездил кататься на лыжах в Альпы, этим летом народ едет во Францию, в Старый замок на 7 дней отдыхать и учиться у моря. И еще множество различных ивентов, чтобы ты завел полезные связи и иногда расслаблялся. Также у школы есть свои спонсоры, такие как Microsoft, Volkswagen. В теории ты можешь попасть к ним на стажировку и остаться работать, но также тебе стоит искать что-то самостоятельно. Все, что ты видишь сейчас и все, что я рассказал, совершенно бесплатно. Ну, кроме лыж и поездки во Францию, конечно. Но остальное абсолютно бесплатно для всех. Независимо от национальности, расы, веры и других отличий, нас всех объединяет желание учиться. Теперь я и несколько студентов покажут, как примерно выглядят проекты, над которыми предстоит работать будущим студентам. А в конце человек, который начал учиться вместе со мной в одно и то же время, расскажет, как ему удалось найти работу за 6 месяцев. Для того, чтобы у вас было примерное представление, с чем вам придется столкнуться, когда вы станете студентами, я покажу вам. Эта вещь называется Холиграф, и здесь вы начнете свое обучение из центра наружу. Дальше вы уже сможете выбрать свое направление. Это безопасность, DevOps, веб, мобайл и вот все, что здесь гейминг и графика, и все, что с ним связано. Покажу один проект, который мне очень нравится. Этот проект называется Minitalk, и выглядит он следующим образом. Вот это два терминала, открытые в папке с файлами. Один из этих терминалов мы сделаем сервером, один клиентом. Если, например, напишу какую-то команду или что-то напишу в одном из терминалов, то это никак не отражается на другом терминале, да? Здесь все не связано, они оба отдельно. Но если я, например, этот терминал, запущу свой код, здесь у меня будет сервер запустился, и он теперь ждет сигнала от клиента. Этот терминал будет клиент. Возьмем вот этот номер для того, чтобы отправлять сообщение, это 31151 и сообщение, например, такое. Это сообщение появляется здесь, вот здесь, да? И точно так же можно отправлять большие сообщения, да, что-то в таком духе. Да, это все работает и отображается здесь. Это базовая часть. Чтобы сделать бонусную часть, если вы прям преисполнились в этом деле, то в бонусной части можно уже отправлять эмоджи. Опять запускаем сервер и здесь запускаем клиента, пишем снова bit и вот такой вот смайлик. Бум. Смайлик отображается вместе с обычными буквами, да, латинскими. Оба-на, ну вот здесь вот пошли определенные проблемки, потому что эта часть еще не доделана, я защитил только базовую часть. Вот примерно так выглядит мой самый любимый проект, потому что это что-то интересное, живое, то, что можно наглядно увидеть, как это работает, плюс это немного как-то похоже на WhatsApp. Теперь давайте посмотрим, какие проекты нравятся другим студентам. Привет, меня зовут Федорос. Я покажу вам один из моих проектов 42 Берлин. В этом проекте нам нужно воспроизвести функциональность конвейеров, которые мы используем в Shell. Сначала создаем входной файл, потом положим что-нибудь в этот файл, lsl2n файл.
все это сейчас в нашем входном файле. Теперь запустим на нем некоторые команды. Pipex Nfile. Выполним команду для подсчета строк. И тогда скажем посчитать эту команду. Будем считать результат этой команды. Это даст нам число, которое говорит, сколько строк в нашем файле. Только это число будет считаться одним словом. Мы ждем одно слово в нашем выходном файле. Выходной файл еще не создан, но он будет создан автоматически. Если мы введем команду cat_out_file, я забыл про дефис. Теперь можем сказать cat_out_file. И вот он. Я бы показал, как это работает в оригинальной оболочке. Можем просто заново этот файл создать. И потом опять что-нибудь туда вставим. Берем содержимое этого nfile вот так. Скажем pipe_wc_words. Затем сохраним в выходном файле cat_out_file. И вы видите, он дает нам нужный результат. Этот проект очень важен для mini-shell. Это большая часть этого проекта. Привет, зовут меня Лап. Сегодня покажу проект под названием NPuzzle. Это проект из внешнего круга, продвинутой программы 4G. Это игра на квадратной доске. У вас есть плитки, равные n в квадрате минус 1, и одно свободное место, куда вы можете перемещать другие плитки. Цель – упорядочить их. Игра выглядит так. Сначала все числа располагаются в случайном порядке, но свободная плитка всегда в правом нижнем углу. В нашем конфигурационном файле надо указать размер карты, 3 в нашем случае, а затем числа. При запуске программы она отобразит сетку и будет перемещать плитки постепенно. В конце все должно получиться упорядоченным. Надеемся. Алгоритм моей программы A**. Это поисковый алгоритм. Он использует эвристику в основе. Эвристика — это значение, которое пользователь вычисляет по определенным правилам. Вот определение эвристики. Я использовал манхэттенское расстояние для расчета. Это была моя эвристика. Хорошо в том, что алгоритм А выдаст оптимальное решение. Это самое короткое или одно из них. И я создал программу, чтобы показать последовательность ходов для проверки. Начнем. Влево, влево, вверх, вправо, вверх, влево, вниз, вниз, вправо, вверх, влево, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, влево, влево, вниз, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Похоже, сортировка за 24 хода. Впечатляет. Без программы мне бы не справиться. Да, похоже, все. Спасибо за просмотр. Данил показывает свой любимый проект. Окей, погнали. Так, куб 3D. Wolfenstein из 90-х. Почему куб 3D? Потому что это 3D-графика на шишке. Вот. Хотя на самом деле это обман зрения, рейкастинг. Тебе это нравится? Да, это тема. Не обязательно было использовать терминал, чтобы зайти в папку. Это не true. Так, на самом деле это быстрее, просто я Все админы такие: да, чувак! я очень медленный. Да! Окей, погнали. Да я поиграю. Я ни разу не играл в свою Садись. игру. Фанат Ты «Звездных затяни войн». музыку, саунд-дизайн, Так, сеттинг у нас кнопочки. здесь. Это что, это скорость? Да, ага. Ясно. Ладно, плей. Окей, ты скоро умрешь. В смысле, почему? У тебя время выходит. А я же ничего не делал. Ну ты медленный. У тебя жесткая Ты игра. проиграл. Давай. В смысле, время уже отсюда идет? Да, уже начинается. Да ты гонишь, блин, это несерьезно. А как двигаться? Так, ВСД. ВСД работает? Ага. У тебя какой-то люфт в рулевом управлении. Нормально. Это не мой код, это компьютер. А на shift мы если... Окей, можешь сделать карту побольше, можешь скорость увеличить. Я не должен проиграть. No! Не успел. Невозможно выиграть эту игру. Так, сеттинг. Hello there. Ага. Куда? Моя голова. Давай. Частота кадра слишком жесткая. Мне так плохо, слушай. Да. Прыгать нельзя? Не. А стрелять как? Ну хорош. Получилось. Короче, холиграф Даниила выглядит следующим образом. Он близок к тому, чтобы... Типа 1, 2, 3, 4 и закончить всё. основное обучение. И получается, Даниил нашел работу, не дожидаясь завершения обучения. Я помню этого парня, как он начинал.
Он играл на улице, на гитаре, зарабатывал себе деньги на жизнь. И теперь он попал в школа взрастила из него специалиста. У него, конечно, был бэкграунд, но он лучше может рассказать об этом. Каким образом ты эту школу выбрал? Вообще расскажи свой путь. Ты человек, который максимально случайно. Я поступил в универ, потом сестра рассказала про какую-то непонятную школу 42. Вот я подумал, надо попробовать. Рискнул, полетел в Берлин на ПИСИН. И когда мне было 19 лет... Это было в прошлом году? Это было в прошлом году, да. Да. То есть мы были вместе в сентябрь-октябрь на ПИСИНе? Да, вот мы с Денисом вместе прошли ПИСИН в октябре. Да. Еще тогда было понятно, что этого человека хотел акварить. У тебя был определенный бэкграунд до этого, правильно же? Я был типичный школьник, который пишет на Python. Не все типичные школьники пишут на Python. Вот. В общем, у него есть сайт, он, короче, всем говорит, что я ничего не знаю, но на самом деле он написал сайт, рабочий сайт. Слушай, это все мелочи. Окей, пусть для него это мелочи. В общем, вот такой был бэкграунд у человека. Он выбрал, получается, эту школу вместо универа. А на кого ты мог бы сейчас учиться? На программиста. На программиста. Но 4 года. Но 4 года. И после 4 лет я пошел бы интерном бесплатно, в какую-нибудь местную компанию в Латвии. Да. Работать за минималку или вообще бесплатно. Сколько минималка? Минималка, 800-900 евро. Как восприняли родители вообще твою идею попасть в эту школу? Типа выбрать вместо стабильного университетского образования какую-то непонятную школу, непонятно где? На самом деле очень скептично. Ты представь, я получаю оффер в лучший универ в Латвии. Это был лучший универ в Да, Латвии? на бюджет. И отказываюсь и говорю, что я еду в Берлин на непонятные курсы. Как ты их убедил? Как их убедил? Да. С помощью сестры. Блин. Мы вдвоем надавили. Ага. Я сказал, я рискну, все в порядке. Ага. Я понимаю. Вот. Блин, всем нужна такая сестра, по-моему, которая поддержит. Да здорово. Вы убедили их настолько, что они тебя в 19 лет отпустили в другую страну. Да, в Евросоюзе, наверное, тут нет границ, но тем не менее, это другая страна. Не давили на тебя? Они говорили, быстрее заканчивай, Блин. быстрее возвращайся. Это была одна из мотиваций делать проекты. Плюс каждый месяц это аренда, это еда, это бешеные деньги. Сколько ты платил за аренду? 800 евро. На еду плюс-минус сколько ходил? 300-400. 300-400 евро. Вот, то есть это каждый месяц это больше 1000 евро. То есть каждый сэкономленный месяц это 1000 евро минимум. Что ты делал помимо того, что делал обычные проекты в школе? Я пробовал начинать сайт-проекты, то есть тот же Flutter, тот же JavaScript, но... C-Sharp с Антоном. Даже C-Sharp, да, даже Unity. Вот, но это все отвлекало. Кебаб-мейкер. Да, это все было абсолютно лишнее. Самое интересное, каким образом, как тебе удалось найти работу? Я подал заявку на сеньора, абсолютно случайно, не прочитав объявление до конца. Просто все подряд, бах-бах-бах-бах, отправить. Мне звонят, говорят, интервью во вторник. Рассказал про 42, объяснил, что это такое. Так. Рассказал, что умею. Мне сказал парень, слушай, CV у тебя говно, но GitHub мне понравился. Я удивился. Что на GitHub у тебя На было? GitHub у меня все проекты расписаны красиво, с readme, Туториалы всякие. туториалы, да, все структурировано, есть документация, есть тесты, все как надо. Ты мне нравишься, я вижу, что ты готов учиться, у тебя есть огонь в глазах, мы берем тебя. Ага. И предлагают мне зарплату абсолютно намного выше, чем на которую я мог рассчитывать, в принципе. Сколько? С 3000 евро. Когда я поступал в 42, я планировал бесплатно работать. То есть как бы ты был готов, что... Я был готов бесплатно работать полгода, как интерн, после 42. Я был бы счастлив это делать. Они у меня спросили, а у нас много legacy кода, тебя это не страшит? Я посмеялся и ответил, что весь мой код и есть legacy. Но в школе не разрешают новые стандарты C++. Смотри, получается, эта вакансия просто была создана для тебя. Там был пункт знания русского, знания латышского, Да. знания английского. Да. C, C++ и немного Python как для тестов. Да, они сказали, ты не боишься сишки? У нас есть немного кода на C. Мы, C Я начали. такой, опа, идеально. Слушай, считаешь ли ты, что это какая-то фича для других студентов или вообще для других людей? Если вы хотите джуниорскую позицию, то нужно подаваться на сеньора. Я думаю, нужно подаваться везде, просто всюду. Не бойся отказа, просто долбись во все двери. В заключении, Данил, скажи что-нибудь на джуниорском. Все это видео, оно как бы подходит к концу, и основной посыл был, что есть такая школа, она бесплатная, и это как бы площадка для того, чтобы человек развил свои скиллы и нашел работу, о которой он мечтал или
хотел и, возможно, как-то изменить свою жизнь к лучшему. С зарплатой в 3000 евро, да, в принципе, можно изменить свою жизнь к лучшему. 100%. Я думаю, так мы и закончим.